Да, мы по-русски говорим, конечно. Привет, пап. Привет. Сейчас выглядит как будто осень, но зима. Федя вчера сказал, что у него second summer break. Хотя холодно сегодня. Ну что, сегодня готовим для тебя в казане, потому что ты еще не видел. Да. Пока я здесь Блюдо. была, у нас не было казана. Да, это я подарил себе на твоего дедушки день рождения. Я сделал себе подарок. Когда ему исполнилось 94. Да. Я не знаю, он про это знает или нет. А какое первое блюдо ты сделал на казане? Я шурпу варил. Вот это ты построил. Меня здесь не было. Да, это моя всепогодная кухня теперь во дворе. Это мои старые кровати, да? Из твоей старой кровати. Ничто не пропадает. Так и надо. Ну что, ставим казан на печку. Да, мы Печка не... тоже импровизированная. Из старой коптильни, которую мне друзья подарили, но я ей почти не пользовался. Я сделал из нее печку для казана. Ну и пусть разгорается и прогревается. Какие ингредиенты здесь? Потом покажешь или сейчас? Потом покажу. Хорошо. Блюдо названия не имеет, мы просто импровизируем. Все, что было в холодильнике, плюс мы с тобой сходили в Wegmans и купили говяжьих ребрышек. Так что казан импровизация. Казан импровизация. Начинаем. По твоему настоянию делаем на топленом масле. Спасибо. Это моя мечта была. Так гораздо вкуснее будет, мне кажется. Абсолютно. Соглашаешься или нет? Посмотрим. Это же эксперимент, можно так пробовать. Да. Импровизация. Картошка высыхает, она была в воде. Сейчас масло прогреется и будем обжаривать сначала картошку. Первый этап импровизации – обжаривать картошку. Огонь сильный, видишь, какой горит. Сильный. Я думаю, мы больше даже и не будем подкладывать эту рыбу. Пока будет обжариваться, эти дрова будут гореть, а потом на углях будет доходить. На углях горячий все еще будет. Что ты сейчас делаешь, пап? Казан маслом обрабатываю. Ну ладно. Кто придумал казан? Казан это Я неправильно сказала, да. Кто придумал? И не только идеи придумал. Здесь придумал. ну, казан это центральноазиатская. А, это как лак. Внутри пользуется. Вот это больше Far East, А, это Central Asian. окей. Как по-русски Far East? Дальний Восток. Дальний Восток и Центральный Восток. Центральная Азия. А, Центральный. А, да, конечно. Центральная Азия. И даже вот эти скамейки сделал, да? Да, скамейки делал из старой какой-то детской площадки. А, да. Старый площадки. А вот сяду здесь.
Я пыталась там сидеть, но этот не туман, а дым сразу в глаза и попался, и болело. Попал. Дым попал в глаза. Не могла ничего видеть. Попал — это активное действие, а попался — это пассивное действие. Он попал. Ты попалась под дым. Можно, Я- может, не знаю, по-моему, уже так тоже нельзя. Дым активно попал в тебя. Окей, начинает обжариваться. Обжариваться, значит, ты все, Нет, обжаривать только снаружи. только снаружи, внутри еще сырое будет? Внутри будет сырое, потому что что она ты- будет тушиться. Ага. Просто чтобы она не развалилась и красивый вид, красивый. И не только красиво, но такое хрустящий. хрустящий. Не вкус, а как это? Texture. Консистенция. Консистенция. Да. Вкусно будет. Это серьезная работа. Надо долго так мешать, да? В казане нельзя просто оставить. Ну, в казане как раз легче оставлять. Чем более толстые стенки, тем меньше пригорает. Но все равно я здесь стою. Почему бы не помешать? В этом преимущество кухни во дворе, потому что все эти дела очень дымные, даже без огня открытого, все равно масло, Да. много дыма. Поэтому дома это делать. Это не хорошая идея дома делать. Не, ну можно, почему? У нас вытяжка хорошая. И так же интереснее. Это лучше зимой или летом делать? Теперь надо круглый год. Круглый год. Даже если дождь или снег. У тебя есть. А как эта штука называется? Вот это? Вот это Просто крыша. крыша. Это называется грилл газель. Grill Gazebo? Не только ты придумал, есть такая вещь. Его Так. можно купить за несколько сотен долларов. Или сделать из твоей кровати. Ну ладно. О, красиво. Правда же красиво? Да. Вот это очень. Ну что, Так, это был первый этап первый этап. импровизации. Первый этап импровизации, да. Какой второй этап импровизации? Мясо будем обжаривать. Окей. Это важный этап. Это rib, да? Говяжий ребра. Ребра. Ребра! Говяжьи ребра! У нас завтра соревнования, мы бы тогда не могли бы двигаться. Наоборот, Наоборот, вся энергия для соревнований. надо сегодня очень много сесть. Помнишь, как у нас с тобой договор был, когда ты вегетарианцем был? А, перед соревнованием кушать. Стейк. Да. Обычно те, которые бегают, они, по-моему, очень много углеводов кушают перед соревнованием. Мы же не только бегаем, мы и прыгаем. Пока еще я не жалею, что мы с этим маслом делаем. А ты? Ну, немножко как-то по-другому это все и смотрится. Мне больше нравится немножко растительного масла. А потом, Растительное? Какого масла? ну, vegetable, растительное. Кукурузное, например. На Умочке предпочитал хлопковое.
Я здесь не вижу, что продают. Лобковые? Да. Это по-английски как? Катон. Вау. Я не знаю, если есть такое. Что вот это? Чего? Вот это. Нет, вот это. Вот это видишь. Окей. Очень важная деталь. Ну что, мясо обжарилось. Да. Видишь? Как Наумочкин говорил, запечаталось. Запечаталось мясо. Это был второй этап. И теперь мы добавляем лук и морковь. Как ты это сделаешь? Ой-ой. А, окей. Некоторые сначала добавляют лук, потом морковь, но я не вижу в этом смысла особенного. Я говорю, когда на этом этапе добавляют иногда, если идет морковь и лук, некоторые сначала добавляют лук, а потом обжарят его, а потом морковь. Но мне кажется, когда вместе, никаких проблем нет. Ну, видишь, лук уже золотится немножко. Еще чуть-чуть. Жареный лук он вкуснее, чем просто вареный лук. Да. Но он растворится в значительной степени. Остаться добавить этот вкус свой, сахар. Ну ладно, добавляем то, что остальное у нас было в холодильнике. Тут перец, немножко острого перца, грибы, чуть-чуть чеснока. Или сначала посолим, потом посолим. Ну что, давай посолим. Тут у меня смесь: перец, красный перец, черный, соль, зира. Все смешал. Ах, как красиво. Да. Что, слишком жирное будет? Или... Да, будет слишком. У тебя дым не попал в глаза? Попадай. Как ты так работаешь? Теперь наливаем водички. Будет очень много дыма. Нет. Нет? Не очень много. Выкладываем картошку. Закладываем картошку. Ты соль отнес, потому что еще хотел посолить? Если понадобится, еще посолим. Так, теперь мне надо огонь уменьшить. Можешь ставить туда, где камни? Нет. Папа, это плохая идея. Листья везде. Ну, теперь то, что ты спрашивала. Так. И вот так. Сейчас надо все-таки еще брать. Слишком большой. Ты туда и ровно? Да. Теперь Все. ждем. Убираем здесь все. Как долго? Ну пусть часок поставим. Окей. Время засекай. Хорошо. Ну что, мы ждали час. Угу. Сейчас немножко зелени добавим, перемешаю и будем выкладывать.
Ты принесешь блюдо? Мгм. Ну, видишь, мясо от костей отходит, значит Да. готово. Это будет очень вкусно. Все. Мне кажется. Я думаю, тебе правильно кажется. Красота. Ладно, спасибо большое, папа. Здорово.